Привет, меня зовут Юрий. Я владелец 3 ресторанов в Праге, а еще я много путешествую, интересуюсь гастрономическими традициями разных стран и рассказываю о них на этом канале. В этот раз я на юге Франции для того, чтобы показать вам вкусные места. А это деревенька Гримо. Как видите, погода не очень удачная, но здесь атмосфера такой маленькой Венеции. Классное место. Давайте я для начала поясню, что в моем понимании вкусное место. Вкусное место – это там, где было вкусно не только моим рецепторам, но и моим глазам. А Гримо или Прованская Венеция – именно такое место. Конечно, мы в январе, не сезон, все ставни закрыты и очень мало людей здесь. Здесь много таких видов. Домики выходят на каналы, и прямо возле каналов запаркованы яхты. Не, ну правда, маленькая Венеция. И это прям соседняя деревенька Сан-Тропе с напыщенным Сан-Тропе. Очень милое место с такой прованской атмосферой. И, к счастью, зимой нет этого летнего вайба. Хорошо, отлично. Одним словом, место для тех, кто знает. А в паре километров от побережья расположена старая Гримо на холме. Здесь есть крепость и, может быть, с десяток вот таких колоритных улочек. С 17 января мимоза уже расцвела. Ну что ж, пора подумать о хлебе насущном. Идет дождь, холодно. Здесь по пятницам проходят знаменитые пятничные рынки, куда съезжаются местные фермеры. Ну и этот рынок отмечен как один из немногих, где рестораны покупают продукты для своих ресторанов. Нет, стоянки забиты, невзирая на погоду. Непонятно, где искать свободное место. Всем нужен рынок. Все хотят на рынок. Платные, неплатные, все стоянки забиты. Наконец-то я нашел место и теперь могу отправиться за покупками. Вот этот знаменитый рынок с разными деликатесами. Красота. Просто красота. Здесь, конечно, продукты, не только продукты, и всякие изделия, и вещи, и шарфики. Ну, обычный прованский рынок. Собственно, в пятницу, в первой половине дня, этот маленький городок весь превращается в небольшой рынок. Сегодня дождь, не так много людей, но, тем не менее, как вы видели, стоянки заняты.
Я решил, что в этом видео не будет подробных репортов из моих посещений ресторанов. Подозреваю, что это не всем интересно, и поэтому больше я сосредоточусь в этот раз на продуктах и на культуре продуктов. Табинада, авинада и много разных других вещей, сделанных из оливок. Ну вот, как видите, каждая улочка это часть рынка. Вернув за очередной угол, я почувствовал запах ротиссерии, запах жареного мяса. Нам туда. Куры-гриль. Здесь стоит очередь, как видите. Люди сами не очень хотят готовить. Как я уже говорил, для французов рынок — это еще и социализация, это не просто покупки. Покупки можно сделать в магазине. Ну, вообще, конечно, это очень прикольно. Вы ходите по улочкам старого города, их, ну, может быть, с десяток, и где-то там за углом обнаруживаете разные прикольные места с интересной едой или продуктами. Классно. Мне нужно пару правильных лимонов, выращенных в био условия. Это именно фермеры, потому что предложение не очень большое, это не перепродавцы, они продают то, что вырастили сами. Это очень прикольная идея, она мне так нравится. Вы просто гуляете по городку и в самых разных неожиданных местах встречаете вот такие лавочки, где продают местные фермеры. Фермер не оставляет дома даже на короткое время своих друзей. Как видите, они с ним, и даже с учетом того, что достаточно холодно. Правильные курочки, вот коры ягненка, супер. Так, я уже решил, что куплю каре молодого ягненка и приготовлю его на ужин. Здесь все не спеша, никто не торопится, общаются. Обожаю такой подход. Ну как я мог себе отказать купить еще грамм 200 правильного жамбона у таких приятных молодых людей. Красота. 250, it's okay? Oh, it's okay. Perfect. Так, основные покупки сделаны, но мне нужны еще оливки и топинада. На самом деле этих нат есть огромное множество в зависимости от ингредиентов, которые используются. Producteur italien. Я купил топинаду, анчоаду и маринованные артишоки. И за все это заплатил почти 40 евро. Новое открытие. Основная масса людей, желающих сделать покупки и потусить на рынке, собираются примерно к 11 часам. И сейчас уже не протолкнуться практически. В этом маленьком магазинчике я наконец-то купил то, что хотел. Культовая книга, написанная двумя известными британскими шефами.
Раймондом Бленком и Хестоном Блюменталем. Блюментал вообще звезда. И это маленькая какая-то лавочка была, владельцем которой является британка, такая уже пожилая. В общем, день удался. Да. Еще нужно не забыть купить багет. Вот это о культуре еды, о культуре продуктов. Это все выбор только лука, шалота. Ребята, и это магазин. Это вот такой вот, ну, обычный магазин в деревне, в небольшом городке, Волбон. Вот. Есть все. Все, если вы любите готовить. Абсолютно все. Сморчки. Зеленая фасоль. Бэби-артишоки. Все. Просто можно ошалеть. Мало того, что есть абсолютно все. Но вы посмотрите, как это все еще выложено. Это мерчендайзинг на самом высоком уровне. Бомба. Просто бомба. Отдельно хочу сказать о потреблении французами хлеба. Я вижу, что из лавки обычно выходят с 2-3 багетами. И так каждый день. Можно представить себе, сколько они потребляют хлеба и почти не толстеют. Может быть, дело в такой картинке за окном? Как вы понимаете, Жамбон домой не доехал. А теперь попробуйте угадать, где мы сейчас. Ну, конечно, мы в Сен-Тропе. Здесь представлено все, что нужно состоятельным людям в повседневной жизни. Тропе. Вот где есть целевая группа. Посмотрите на выбор этого мяса. Все необходимое. Вот вам хвосты говяжьи. Вот это место обязательное для посещения всем любителям мяса. Для меня это такая ярмарка тщеславия. Но жена требовала посмотреть. Пришлось подчиниться. Я здесь был, конечно, много раз, и каждый раз у меня вот именно такое впечатление. Какое-то не мое это место. Но нужно признать, что здесь все-таки необыкновенная атмосфера. А вот если вы спросите, что же едят в Сан-Тропе, так вот это знаменитые тарты. Тарты из Сан-Тропе. Обычно эта линия ресторанов здесь всегда забита в сезон. Всегда. Сейчас январь, и, как видите, на вывеске написано «Открываемся 27 марта». Оно и понятно. Нет лохов. Да, понимаю, прозвучало не просто саркастично, а зло. Но я правда каждый раз расстраиваюсь за людей, когда они готовы променять красивый вид на очень некачественную еду. Чтобы вы понимали, они даже не пытаются открыться. Сегодня суббота, казалось бы, самый ходовой день. И таких мест очень много в порту.
Хватит шататься, пора кормить семью ужином. Не зря же я ездил на рынок. Ну вот, баранья каре готовится, рыбка-соль тоже готовится, потому что у нас у каждого разные преференции. Кто-то ест мясо в семье, кто-то не ест, поэтому для всех готовим отдельно. Лайкай, хвали или ругай.